Всем привет, с вами снова Max Day 7, и на этот раз у нас новый ивент в Rollercoin под названием Golden Hour. Золотой час, возможно, если я правильно перевел. Итак, этот ивент крайне сильно похож на тот ивент, который у нас был месяц назад под названием Midsummer Festival, но он более щадящий к фри-то-плей игрокам. Да-да, вы не ослышались, разработчики Rollercoin наконец-то сделали что-то, что может дать развиться игрокам, которые только начали играть в Rollercoin, даже без доната. Хотя, конечно, донат здесь все еще приветствуется. Итак, давайте начнем разбираться и будем сравнивать его с прошлым ивентом Midsummer Festival. Для начала, из того, что у нас сейчас есть, у нас появляется сверху полоса, на которой мы можем нажать больше деталей. Если в Midsummer Festival нам требовалось для того, чтобы получить бонус мультиплеера X10, открыть RLT кейс и потратить, соответственно, это 5 RLT и получить буст только 0.25, то есть нам нужно было открыть 4 кейса для того, чтобы получить бонус X2. Потому что 0.25 мы умножали на 4, и у нас получалась вот как бы единичка дополнительная. А сами понимаете, 4 кейса это все-таки 20 RLT. И да, вам могло повезти, а могло и не повезти. То теперь бонус мультиплеера набивается крайне легко. За каждый купленный RLT вы получаете X1. Следовательно, просто купив 10 RLT, вы получите полный бонус. А далее, каждый раз докупая в течение часа 1 RLT, а не 10, вы можете его продлять. Итак, что же у нас считается покупкой RLT? Покупкой RLT считается не завод крипты в роллер, а конкретно после того, как вы, допустим, уже завели, пусть это будет матик, док, что угодно, когда у вас будет там нужная сумма, и вы нажимаете на RLT, здесь выставляете 10, выбираете там нужную валюту условно, и нажимаете Accept и купить токены, вот только это считается покупкой RLT. Давайте рассмотрим самый выгодный сейчас, самую выгодную возможность, скажем, на данный момент для того, чтобы купить нам Event Pass. То есть те, у кого E-пасса еще нету. У вас есть два пути. Первое. Вы заводите 10 RLT, да? Ну, вообще нет, вы донатите сразу условно там на 120, да? И потом покупаете вот здесь вот 10 RLT. То есть вы купили 10 RLT, все, вы получили у вас буст на час X10. И начинаете играть игры. Вот просто как сумасшедшие вы начинаете играть игры. Каждый час, ну там чуть меньше, чтобы не пропустить время, покупая еще по одному RLT. То есть вы просто заходите сюда и такой, опа, один, купить. И таким образом вы целый день можете проиграть в игры на бусте X10. Учитывая то, что сейчас больше дается опыта, в отличие от того, как это давалось раньше. То есть раньше за покупку RLT вам давалось 15 опыта, да? А сейчас вы за покупку RLT получаете буст. Но при этом за трату RLT вы получаете 10 опыта. Следовательно, на X10 вы будете получать 100 опыта за каждый потраченный RLT. Также раньше нам за игры, за ап уровня именно, то есть вот если я сейчас сыграю игру, я не получу ничего, потому что я получу синенькую полосочку вот сюда. Потом я сыграю игру второй раз, и я получу синенькую полосочку вот сюда. И уже на третий раз я повышу конкретно сложность игры с первого до второго, тогда мне дастся 5 поинтов. И, следовательно, на X10 это будет 50 поинтов. Так что, наиболее выгодный способ сейчас все это провернуть, если вы собираетесь покупать Event Pass, это вы каждый день абсолютно подстраиваете так, чтобы вы играли, допустим, с утра, и у вас постоянно спадал уровень, допустим, с 2, с 3 до 1, 2. Все знают уже практически, кто смотрит мой канал, что вот такая палочка держится 12 часов. Следовательно, вы можете подстроить таким образом
игры, что вставая утром, они у вас будут падать, а вы тут же будете их восстанавливать в уровне сложности. И получается, что вы сможете абузить эту систему. То есть вы сможете по несколько раз апать уровень, играя просто вот сыграл раз, апнул уровень, пока прошла перезарядка, он уже упал. Сыграл 2, апнул уровень, и так вот как бы довольно долго. И все это вы можете делать под бустом x10. Так вот, самым выгодным способом будет, если вы каждый день, запомните, у вас 120 РЛТ нужно на Event Pass. Если вы каждый день можете играть, то вы каждый день заводите 10, получаете бонус x10, и потом в течение дня, пока вы играете, поддерживаете, покупая по одному РЛТ, этот бонус. Понимаете? И таким образом вы можете пройти не один день, потому что у вас 120 РЛТ, а в среднем, допустим, вы играете 12 часов в день, да, вот допустим, чтобы и то КД задеть. Вы заводите 10, и потом еще 12 часов поддерживаете нужный вам x10 буст, следовательно, плюс еще 12, и вы за день будете тратить 22-24 РЛТ. Точнее, не тратить, а просто покупать вот сюда их. И таким образом 120 мы можем поделить условно там на 24 даже пускай. Мы 5 дней можем поддерживать бонус x10. А за 5 дней вы можете получить, даже если по минималке не супер много играя, это по 500 опыта в день. А на x10 это будет по 5000. А 5 дней это у нас получается уже 25 тысяч. Вдумайтесь, вы можете получить 25 тысяч опыта, просто 5 дней постоянно играя под бустом x10, и при этом вы не уйдете ни в минус, никуда, потому что у вас в конце концов все равно получится 120 РЛТ, на которые вы под этим же бустом можете купить Event Pass. За покупку Event Pass, следовательно, на x10 вы получите 120, вы потратите 120. Умножаем это на 10. И умножаем это еще на 10. Вы получите 12 тысяч опыта. Теперь по наградам. Вот таблица наград. Я оставлю ее в комментарии, в закрепленном снизу, да, ссылочку на конкретно саму таблицу. И мы можем посмотреть, что если не запариваться и не играть 5 дней, как я сказал, каждый день поддерживая за покупку РЛТ вашу x10 бонус ваш, вы просто-напросто, зайдя, купив 10 РЛТ, и после этого, ну, вы в любом случае 120 их там сразу купите, и после этого вы сразу купите Event Pass, вы получите 12 тысяч опыта. То есть вы дойдете сразу до 20 уровня. А это значит, то, что вы дополнительно получите майнер на 100 TH, на 30 TH, на 64 TH. При этом это 1%, 0,25%. И еще 3 майнера на 0,25, 0,25, 0,25, которые дают 12,5 TH, 15 TH и 12,5 TH. Если же вы немножечко заморочитесь и будете делать так, как я говорю, то есть вы будете целый день поддерживать бонус x10 и постоянно играть в игры, вы можете, получить еще плюс 25 тысяч опыта сверху. 25 тысяч опыта сверху. И получится, что вы сможете забрать 37 тысяч опыта. А это значит, что вы забираете все награды. Вы заберете и этот буст, вы заберете и трофей. Также вы заберете майнер на 189 тысяч. Вам дополнительно еще начислят 30 РЛТ. Дадут 7 дней. И также, соответственно, вам дадут Full Circle. Самый последний майнер 465 TH. Вот такой, в принципе, у нас ивентик. Также в этом ивентике добавили вывод матика, если кто-то не знал. То есть полигон теперь можно заводить и выводить. Заводить его мы заводим по сети протоколу Polygon Network Fee. И, следовательно, получаем, в принципе, все эти награды. Запомните, да? Еще раз. За покупку РЛТ. Покупка РЛТ называется то, когда вы переводите любую из скрипты в РЛТ. Получаете буст x10. Далее, за покупку
одного РЛТ, ну, за покупку 10 получаете Boost X10, за покупку одного всего лишь РЛТ можете обновлять таймер, чтобы у вас не спадал. Следовательно, когда вы уже имеете таймер X10, затрату одного РЛТ, допустим, я вчера на другом аккаунте друга открывал вот эти Mystic Community кейсы, затрату одного РЛТ вам дают, соответственно, 100. То есть за открытие одного такого кейсика вам дадут где-то 1500. Для тех, кто не будет заморачиваться с играми, также еще хочу напомнить, что в наградах у нас есть 2 РЛТ и 10 РЛТ. А это значит то, что вы при донате на Event Pass держите в уме, что вам можно вкинуть там на пару долларов больше и заодно еще взять и открыть вот этот Ancient Mystic Community Case. В принципе, я донес, наверное, всю информацию. Надеюсь, я вас все-таки не запутал. Табличка с наградами у вас будет. Награды и опыт, прописанный за все, у вас есть. Примерно даже вот сколько нужно потратить РЛТ 371, если вы не хотите играть абсолютно в игры. Если же вы будете играть в игры под бустом X10, я уже показал, как это сделать. И что у вас все возможности есть забрать полностью все награды за, соответственно, этот ивент. Для чисто free-to-play игроков, да, чего можем достичь мы с вами, если не будем донатить ничего вообще. В среднем можно добиваться по 500 опыта в день, 500-800, я буду брать минималку. 500 опыта и ивент продлится 16 дней. То есть в среднем мы можем взять 8000 опыта. 8000 опыта на данный момент позволят нам получить вот 2500 условно проводов. Мы чуть-чуть как бы не доходим до майнера на 100 ТХ, но при этом мы получаем майнер на 64 800, мы получаем шляпку, мы получаем майнер на 30, мы получаем майнер на 12,5, мы получаем майнер на 15 и мы получаем майнер на 12,5. И при всем при этом мы еще получаем 12 РЛТ, что тоже неплохо. Ну и там всякие бусты и детальки, которые я не учитываю. Как я уже и сказал в самом начале видео, для free-to-play это реально хорошие показатели. Поэтому, ребят, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Я стараюсь публиковать актуальную и правильную проверенную информацию на нем вовремя. Поэтому это видео выходит так рано утром, но не поздно вечером вчера, потому что вчера еще информации проверенной не было. Всем спасибо, с вами был Max Day 7, еще услышимся.